Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале Петербург для снобов. Да, вы не ослышались, именно Петербург. Вот за мной Казанский собор, замечательный. Мы сейчас развернемся и увидим, что наш дом книги на Невском проспекте. И да, теперь мы будем вещать из Санкт-Петербурга и делать настоящий контент для снобов, для самых олдскульных и правильных снобов. Давайте развернемся опять к Казанскому собору. О чем будет наш теперь канал? В основном, как изначально было задумано, я буду делать обзоры театров, в основном драматических, ходить на всякие постановки и рассказывать вам о них, и давать свои впечатления, какие-то рекомендации, стоит ли туда идти или оно того не стоит. И сегодня мы начнем, конечно же, с Антона Павловича Чехова и с его драмы «Три сестры», которая является моей любимой драмой из Чехова и одной из самых любимых, в принципе, из мировой драматургии. Мы скоро отправимся в учебный театр на Маховой, который учебный Российский государственный институт сценического искусства, если я не ошибаюсь. И там нам выпускники этого института будут показывать свое умение играть и поражать нас своими актерскими способностями. Да, и сегодня мне помогают оператор, которого я, конечно же, вам не покажу, но прекрасный оператор. И сегодня мне будет участвовать со мной в обсуждении «Трех сестер» Владимир Андреевич. Владимир Андреевич, прошу в кадр. Владимир Андреевич человек абсолютно серьезный, очень серьезный, очень умный. Вот. И он сегодня поделится с нами, со мной и с вами впечатлениями о пьесе. Возможно, у нас будут разные впечатления, возможно, у нас возникнет спор. Вы в комментариях напишите, за кого вы, либо наоборот, у вас свое мнение, правильное, а мы здесь ничего не понимаем. Поделитесь своим обязательно мнением. И спрошу Владимира Андреевича, какие у вас ожидания от сегодняшнего похода? Ну, я сразу скажу, что каких-то особых ожиданий у меня нет. Я старался дзенски свой разум очистить, чтобы вот как на белый лист свежие впечатления облегли. И уже по итогу можно будет о чем-то судить. Вот. Я даже специально не стал, как я обычно делаю, прочитывать произведения перед походом, чтобы максимально насладиться игрой, тем, что мне попытаются передать. Прочитаю произведение я уже позже, после постановки, чтобы освежить в памяти сам текст. Но здесь я категорически с Владимиром Андреевичем не согласен. Мы все-таки идем не на голливудское кино или на какое еще. Это театр, это знать надо, это классика. И поэтому я уже в 4-й или 5-й раз перед нашим сегодняшним походом прочитал еще раз драму «Три сестры», чтобы помнить, что там меня ожидает, и сравнить мои ожидания с игрой актеров. Друзья, немножечко о пьесе, если кто-то не читал или читал, но забыл. Это пьеса о провинциальной жизни русских дворян в конце 19 века, начале 20-го. И она, знаете, она вот про нас, именно про нас. Что я имею в виду? Это пьеса о людях от 25 до 40 лет, которые о чем-то мечтают, куда-то стремятся, но им не хватает немножечко воли, чтобы реализовать свои мечты. То есть у них потенциал, так сказать, на рубль, а реализуют они его на копейку. И центральным вопросом этой пьесы, насколько я понимаю, служит реплика подполковника Вершинина из пьесы. Он говорит следующее: «Русскому человеку в высшей степени присущ возвышенный образ мыслей. Но почему, скажите мне, он в жизни берет так невысоко?» Вот, это как раз про нас, про тех людей, кто прогибается под обстоятельства, кто любит много болтать, много размышлять, даже размышлять о хорошем, но не любит делать. Я думаю, что мы многие подвержены такому пороку, что у нас слова расходятся с делами. К сожалению, и в чем прелесть этой пьесы, что вы там можете увидеть себя, можете посмотреть на то, как не надо делать, и, возможно, вас посетит вдохновение, какое-то озарение, может быть, вы испытаете катарсис или катарсис. Владимир Андреевич, как правильно? Владимир Андреевич тоже не помнит. Так или иначе, пьеса очень жизненная, очень про нас, про людей,
которые могли бы стать великими людьми, а пока пребывает в состоянии мещанства, обыденности и суеты бренного мира. Этим эта пьеса и ценна. Я могу еще много чего сказать. Возможно, я после пьесы под впечатлением от игры прекрасной выпускников Института сценического искусства еще что-нибудь скажу. А пока давайте без дальних слов отправимся на Маховую и там, собственно, посмотрим, что нам приготовили. В чем еще прелесть Чехова «Три сестры»? То, что она оказалась очень пророческой. Там есть слова, что через 20 лет будут работать все, а собеседник отвечает, что вас через 20 лет не будет. Очень оказалось пророчески, потому что, как известно, те, кто не успел уехать из дворян, не только, либо оказались в ГУЛАГе, либо оказались в таких условиях существования, что им пришлось работать, а остальных, собственно, и ликвидировали, как сказано в одной хорошей книге. Поэтому, да, очень пророчески, с одной стороны, это очень здорово, с другой стороны, очень печально, но мне кажется, что герои этой пьесы как раз оказались в числе тех, кто либо туда, либо сюда, поскольку они все говорят, что надо ехать в Москву ехать надо. В Москву ехать надо. Но никуда до сих пор не уехали, поэтому я думаю, что свалить они точно бы не свалили. Да уж, собственно, очень поучительная история, и вам стоит ее иметь в виду. Итак, дорогие друзья, мы посетили постановку «Три сестры» Чехова в учебном театре РГИСи на улице Маховая. И что я могу сказать? Честно говоря, я немного разочарован, поскольку я думал, что там будет немножечко больше драмы, больше убедительности. В свое время я туда ходил на «Вишневый сад» Чехова, и он мне больше понравился. Именно игра актеров и режиссура. Здесь некоторые актеры были не очень убедительны, скажем так. И это как-то странно и печально. Но какие-то актеры сыграли хорошо. Я не буду называть всех, кто мне понравился, но отмечу одну актрису, которая играла роль Ирины, младшей сестры. Красавица, речь хорошая, дикция четкая и играет убедительно. Ну, впрочем, это так обычно и бывает, что самые красивые женщины, они самые умные и наиболее талантливые статистически, вопреки тому стереотипу, который нам пытались вбивать с детства. Но, как я говорю, вот эта актриса была, на мой взгляд, одна из самых лучших в данной постановке. Давайте попросим Владимира Андреевича, и он выскажет свое мнение. Может быть, он с чем-то не согласен со мной. Владимир Андреевич, что вы думаете? У этой постановки есть один большой плюс. Он состоит в том, что она классическая. Согласен. Не было извращения над текстом, были костюмы сообразной эпохи, не было каких-то постмодернистских экспериментов, которые чаще всего дурные. Не, бывают хорошие, я не спорю, но экспериментировать тоже надо уметь. Эксперимент ради эксперимента, он чаще всего заканчивается плохо. Это вот несомненный плюс постановки. Есть и минусы. Ну, во-первых, действительно, как уже было сказано, актеры играли по-разному, и ощущалось, что уровень подготовки разный, уровень харизмы разный. Кто-то играл более убедительно, кто-то менее, это было видно. Вот, зачем-то испорчена концовка. Был произнесен, вернее, дублирован заключительный текст на финском языке. Я, конечно, понимаю, что, возможно, это должно было польстить чьим-то национальным чувством, но это не принесло в постановку ничего нового, а, скажем так, эмоциональный накал, безусловно, смазано. Смазан, была неуместна, и концовка как-то в этот раз не удалась. Ну да, я соглашусь, концовку запороли фактически. Что-то еще хотите добавить, Владимир Андреевич? Ну, могу сказать, что я получил определенное удовольствие от процесса. Мне понравился в целом антураж, мне понравилась атмосфера, учитывая, что театр учебный, учитывая, что постановка классическая.
Я считаю, что она в целом заслуживает высокой оценки, хотя, конечно, не идеально, есть над чем работать. Безусловно, есть над чем работать. Но, опять-таки, это мое мнение как потребителя. Сам я, конечно, на сцене так никогда не смог бы. Может быть, смогу произнести речь на непонятном языке, но это уже как бы то, на что учился. Итак, друзья, несмотря на то, что поход в новый театр, особенно учебный, кстати, не только учебный, это всегда рулетка, тем не менее, очень рекомендую вам посещать театры в принципе и театр учебный на Маховой. Хотя сезон уже заканчивается, и «Три сестры» вы уже не посмотрите, по крайней мере, нынешним составом. Но, во-первых, еще до середины января будут какие-то постановки, плюс следующий сезон, надеюсь, они также будут что-то интересное нам показывать. Возможно, будет Чехов, например, «Дядя Ваня», на который я хочу сходить. Поэтому обязательно посещайте. Если в вашем месте, где вы живете, рядом нет хорошего театра, где можно посмотреть «Три сестры», то хотя бы прочитайте обязательно. А если все-таки идете, то перед этим тоже прочитайте. Это правильно, потому что театр — это не голливудские фильмы, и текст желательно знать заранее, не наизусть, хотя это тоже хорошо, то хотя бы на уровне помнить, о чем там была речь. Итак, дорогие друзья, на этом я с вами буду прощаться. Ожидайте новых видео. У меня, я надеюсь, к следующему видео будет нормальный звук, будет лучше качество изображения, потому что будет штатив, и мы будем снимать в более светлой обстановке. На этом с вами не прощаюсь. Я говорю до свидания, до скорых встреч и до новых видео.